Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Зовут меня Андрей Андреевич Дуйко. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Сейчас я проверю, пошла ли трансляция у нас, есть ли интернет, потому что у нас то света нет, то интернета. Итак, трансляция сейчас. Перестали болтать. Я могу сказать, Смотрю. вот такого Пишу сейчас. Раз. Все, есть трансляция. Так, сейчас я проверяю в вебинарной комнате. дрожжи. Сейчас так обновлю. На Ютубе началась трансляция, а вот на сайте моем не началась, к сожалению. Ну, ничего страшного, попробуем тогда. Ну, окей. Итак, сегодня вы написали мне свои вопросы. Я попросил опубликовать их на своем сайте, который называется tibetanformula.com, tibetan-formula.com, а также сейчас в прямом эфире я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задали в Facebook. И онлайн я вижу, вы мне пишете в большом количестве прямо в YouTube. Мир Айван, добрый вечер, здравствуйте, товарищи. Сегодняшний вебинар посвящен здоровью. Я постараюсь вам ответить на вопросы здоровья. Сразу же хочу сказать, что я являюсь руководителем компании «Тибетская формула», занимаюсь выпуском пищевых добавок и могу дать рекомендации по использованию как пищевых добавок, так и народных каких-либо препаратов и так далее, как и медицинских, так как имею высшее медицинское образование. Ну что ж, начнем. Итак. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич, здравствуйте. Сейчас почему же я не вижу вебинар? Ну все. Итак. Ольга, здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли принимать препараты панкрисор, бетаин, мнемонорм, здоровые сосуды и тутусосинкуты одновременно? Да, можно. Они между собой синхронны, в общем-то, никакого плохого эффекта иметь не будут. Светлана Сульженко. Спасибо за возможность задать вам вопрос. У меня полинейропатия конечностей, аксонально-демиелинизирующего характера, нарушение функции ходьбы, тетрапорезом, онемение ножек, ручек, сильнейшим боли во всех костях. Запинаюсь, на стопы невозможно. Понимаю. Кстати, за боли из рук часто выпадают предметы, распространенный остеохондроз, всех отделов спондилостоз, спондилоз, спондилоартроз, артрит, грыжи, гидромиелия грудного отдела болят. Кости, суставы ужасно болят, уколы помогут на несколько часов, большая утомляемость, скованность тела, как будто не я. Сердечная недостаточность второй степени, аритмия с 2017 после травмы, самостоятельного стула нет. Устала, измучилась, но в оптимизме. Умница. Благодаря всему сущему, хоть иногда встать по неделе не могу. В замужестве ушло все здоровье, была
Травма позвоночника 2017, 8-летний стресс, финансы дело свое, 20 килограмм за год, чувствую тупик, не могу идти к людям, вернуться к образу жизни, до 2012 уже не чувствую, я другая. Боли адские, всегда уже приняла боль и так далее. Извините, пожалуйста, что так много, с надеждой и благодарностью на ответ. Андрей, спасибо, что вы есть. Несколько раз читала мантры Булавсай-Бабы, нахожусь в 100 километрах от фронта, не решила уезжать из Украины или нет. Как же вы будете ехать в таком состоянии, если вы почти лежачий человек? Итак, что же необходимо делать-то? Когда не помогает традиционная медицина, сейчас мы к традиционной медицине все-таки придем, то есть полинейропатия, она традиционной медициной лечится, обычно назначают препараты, это препараты релаксанты, препараты нестероидные препараты противовоспалительные, обычно это Мовалис или диклофенак, может быть даже назначают курс терапии в случае, если есть на то основания использования даже гормональных препаратов. В вашем случае я не имею права вам что-либо рекомендовать или назначать. Ну и какие-либо миорелаксанты, то есть назначают, может быть, там ферлипсин там, или еще что-либо. Тем не менее, есть народные способы, которые я на 100%, прямо на 99, на 100 нельзя говорить, уверен, что такие вот процессы или вот такие удивительные, наверное, рекомендации, они способны сделать гораздо больше для человека, чем традиционная медицина. Конечно, среди БАДов это альфа-липоевая кислота, среди БАДов это, конечно, кремний и кальций, то есть это препараты нашей компании цитрокальцимин, препараты артрозин, но и народные такие есть способы. Один из народных способов – это прогревание. Дело в том, что в тибетской медицине потеря холода или потеря тепла внутреннего как раз и в дальнейшем как бы симптомно показывает вот на все вот ваши симптомы. То есть показывает, что боли появляются, остеохондрозы появляются, вплоть до дела артрозы, артриты, грыжи, ну и так далее. И болят суставы и так далее. С чем это связано? Тибетская медицина говорит, что это потеря тепла. И тибетская медицина придумала некоторые такие механизмы, которые помогут вам наверняка привести себя в норму. Что необходимо делать? Необходимо найти черные такие камни, булыжники, которые в речках находятся. Их можно найти сейчас в строительных магазинах, их продают. Можно любого другого цвета, но вот там говорится в книге о речных камнях. Сейчас, если я увижу эту книгу, то я вам ее покажу. О речных камнях. То есть берутся темные камни, в большой такой кастрюльке эти камни нагреваются, и после этого на человека выкладывают полотенце или его в ткань оборачивают, и на эту ткань накладывают вот такие камни, особенно в местах скопления наибольшей боли. То есть вначале камни нагревают, после чего на человека накладывают и человека укутывают. Второе. Само заболевание, при таком заболевании, когда очень много есть поражений, то есть это поражение костей, это поражение позвоночного столба, поражение нервной ткани и так далее. То есть все виды заболеваний позвоночника. Это отчасти происходит на фоне вот полимиелита или общей потери кальция у человека, которая и появляется в виде сердечной недостаточности, в виде вот всех основных заболеваний. И что рекомендуют или чем рекомендуют питаться? Рекомендуют питаться, брать ножки куриные, вот лапки сами, чистить эти лапки, варить и эти лапки без костей съедать. Чем больше, тем лучше. Третье. Считается, что заболевание развивается с носоглотки, то есть находятся бактерии, которые находятся в носоглотке, и именно и они и в дальнейшем и вызывают появление данного заболевания. Именно поэтому в тибетской медицине принято делать ингаляции, а я рекомендую все же закапывать нос или проводить вот такие орошения носоглотки назально,
каплями мумиё. Каким образом их приготовить? Берете болюсы мумиё моей компании или покупаете просто мумиё, и мумиё растворяется в воде. Растворяете так, чтобы цвет воды был нежно-чайный, не очень концентрированно. И обычной пипеткой 3-4 или даже 5 раз закапываете нос. При этом используют обычно для улучшения общего состояния мази с ядом, то есть используют мази, на первое место ставят это мази кобрины, то есть это препарат кобратоксин, есть кобратоксиновая мазь, вот она, ее можно найти в интернете, это не моя компания производит. Я же рекомендую золотой бальзам Дуйко, в нем находится и кобриная мазь, и мазь, вернее яд, и яд пчелиный, вот можно попробовать вот такую терапию. Ну и мои препараты, которые будут улучшать общий иммунитет. Это 3 препарата, которые бы я хотел вам назначить. Прежде всего это цитрокальцимин для восстановления количества кальция в крови, биологически активный кальций, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Далее препарат, который поможет вам восстановить иммунитет, это препарат бетулиновая кислота. 1 таблетка 2 раза в день. И препарат, который даст возможность усвоить кальций, который будет попадать в ваш организм, это препарат витамин D3. Можно йод-витамин D3 или D3 йод, или просто витамин D3. Он у нас есть в большой дозировке, можно 1 таблетка 2 раза в день, цитрокальцимин 1 чайная ложка 1 раз в день после приема пищи, и препарат бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день для повышения иммунитета. Вот таким образом и поможем вам справиться с вашей болезнью. Вот появилась трансляция. Есть? Есть. Ура. Марьяна Королевская, спасибо за ваш вебинар. Подскажите, пожалуйста, как легче в будущем пройти послеродовую депрессию, так как после первой беременности ухудшилась память. А сейчас хочется заранее подготовиться на будущее. Дело в том, что не до конца люди понимают, что такое послеродовая депрессия, вообще как связана послеродовая депрессия и с чем она связана. Дело в том, что когда человек спит, то его сон регулирует некий гормон, который называется гормоном мелатонин. Это прекурсор допамина, и обычно при нарушении циркадных ритмов, то есть при нарушении засыпания, просыпания вообще ритма своей жизни у человека развивается депрессия. Это очень частое явление у большинства женщин, даже в наше время и даже без родов. То есть сейчас идут стрессовые ситуации, развиваются невротические состояния, неврозы, и вот в это время как раз избиваются эти циркадные ритмы. То есть человек засыпает не вовремя, просыпается не вовремя. Это в дальнейшем приводит вот к чему. Дело в том, что если не выделяется в ночное время мелатонин или его нет, или он не появляется, то начинает в большом количестве формироваться кортизол. Кортизол в такой форме, который вырабатывается, это гормон стресса, то есть он влияет в дальнейшем на серотонин и может повлиять на появление усталости, депрессии, тяжести на протяжении дня. Я считаю, что применение мелатонина может и и L-триптофана и мелатонин, и L-триптофан являются прекурсорами, то есть теми аминокислотами, из которых в дальнейшем создается допамин. Это гормон радости. Недополучение данных веществ и приводит человека к появлению вот таких тревожных состояний в послеродовой период и вообще в жизни. Итак, что необходимо делать? Где его приобрести? Мелатонин я не продаю пока, но вы его можете приобрести в любом спортивном магазине. В любом спортивном магазине это витамин группы В. Принимайте мелатонин 3 таблетки на ночь или даже 4 таблетки. Совершенно безопасно, у него нет никаких побочных эффектов. Принимайте
Принимайте L-триптофан, тоже можете 2-3 таблетки на ночь. И можете для сна или для нормализации сна принимать мой препарат, который называется Соник. 2 или 3 таблетки, рассасывая перед сном. Это заметно улучшит состояние и не появятся ни послеродовые депрессии. Это, кстати, устранит в случае, если у вас сейчас есть общее состояние тревожности или невротическое состояние. Сейчас, секунду, я опущу немножко лампу, а то мне светит очень сильно. Так. Итак. Так, Светлана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В детстве был псориаз. Дедушка как-то его вывел, возя на Черное море и в горы. И перенеся большой стресс, псориаз воскрес. И обернулся красным внутренним лишаем, разъедая потихоньку все внутри. Уже несколько лет не могу есть твердую пищу, не проходит. А, Полетели и десна, и вообще все, что касается слизистой. Врачи меня записали в категорию редкой и неизлечимой болезни, которые страдают 3-4% от всего населения планеты. Что делать? Спасибо вам огромное, даже если и нет решения. Очень вам благодарна за ваш совет и то, что вы есть. Вся проблема псориаза, как правило, связана с реакцией организма на неправильную работу вашего желудочно-кишечного тракта. И обычно, если смотреть на людей, которые болеют псориазом, то у них всегда есть гастроэнтерологическое заболевание, которое всегда абсолютно подтверждается. Как правило, это заболевание ГЭРБ, то есть это гастроэнтерологическое ГЭРБ, это гастроэнтерологическая рефлюксная болезнь. Вот. И когда появляется, и когда начинают лечить человека от псориаза, то обычно никто не обращает внимания как раз на заболевание ГЭРБ. Но есть один и тот же фактор. Обычно заболевание псориаз очень реагирует на два компонента нашей деятельности физиологической. Первое – наше нервное состояние, второе – пищу, которую мы принимаем. Первое – неврологическое состояние. Считается, что если не успокаивать нервы, никаким образом не воздействовать на стрессы, то вылечить псориаз невозможно. Второе. В случае, если человек начинает лечиться, то он не очень четко понимает, каким образом или как, или что ему необходимо делать с псориазом. И ответ мой звучит так, или как лечить его этот ГЭРБ. И мой ответ звучит так. Итак, первое. Давайте еще раз о мелатонине. На ночь принимайте мелатонин. Второе. Обязательно по 3 таблетки, обязательно начните принимать, как ни странно, не препараты, которые снижают кислотность, которые обычно назначают при повышенной кислотности при заболевании ГЭРБ, а начинайте принимать препараты, которые могут вызывать повышение кислотности. Это препараты моей компании, называется бетаин. Второй препарат моей компании называется Нефромакс. Принимайте бетаин и нефромакс по 1-2 таблетки 2-3 раза в день. Оказывается, что повышение кислотности желудка в дальнейшем способствует максимальному улучшению качества состояния кожи при псориазе, как ни странно. Не отменяйте соль, принимайте в небольшом количестве соду. Четверть чайной ложки на стакан теплой воды 1 раз в день, желательно во второй половине дня. Также можете, почему соду? Вместо соды можно просто принимать щепотку соли. Эффект будет точно такой же, я об этом рассказывал на прошлом своем вебинаре. То есть я говорил о том, что сода, попадая в наш желудок, превращается в натрий хлор, соединяясь с соляной кислотой, выделяется H2O и выделяется CO2.
То есть фактически натрий, хлор, СО2, H2O — это все вода, углекислый газ и соль поваренная. Это то, что мы получаем, когда мы начинаем принимать соду пищевую. Ну и здесь, когда мне говорят, это же щелочь, я обычно улыбаюсь и говорю, что углекислый газ, который образуется за счет соединения углекислого натра или натрия с двууглекислого карбоната натрия с соляной кислотой, обычно может привести с выделением углекислого газа, наоборот, воздействует на желудок таким образом, на поджелудочную железу, чтобы вырабатывать побольше соляной кислоты. То есть эффект происходит не ощелачивания, а наоборот выделение большого количества соляной кислоты. И поваренная соль, и углекислый газ обычно вызывает увеличение выделения соляной кислоты. Именно недостаточность или желудочная слабость, или недостаточность секреции, которая обычно происходит у людей с псориазом и приводит в дальнейшем к тому, что у таких людей появляется, собственно, псориаз. Итак, бетаин — это мой препарат компании «Тибетская формула». 2 таблетки 2 раза в день, небольшое количество соды или поваренной соли. И забыл еще сказать, нефромакс — это препарат, в котором находится 3 кислоты. Это винная кислота и так далее. И третий препарат — это мускус, иммунный стимулятор, который себя зарекомендовал при использовании при заболеваниях псориаз. Принимайте 1 чайная ложка 2-3 раза в день. Почему помогло Черное море? И что произошло, когда вы были на Черном море? Когда вы были на Черном море, то вы купались. Когда вы купались и загорали, то у вас формировался витамин D3, который обычно и появляется в тот момент, когда человек получает загар. То есть у вас появлялся витамин D3. Таким образом, можно сейчас сказать, что увеличивая употребление и в том числе витамина D3, вы улучшите общее состояние. Давайте еще раз я перечислю препараты. Забыл сказать, по моей рекомендации, я еще рекомендую вам принимать препарат, который называется бетулиновая кислота. Итак, какие препараты? Бетулиновая кислота для увеличения иммунитета. 1 таблетка 1 раз в день. Мускус — 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Дальше нефромакс и бетаин по 2 таблетки 2 раза в день. Небольшое количество соды, можно четверть чайной ложки, можно чайную ложку 1 раз в день, желательно во второй половине дня. 1 стакан в теплой воде 1 раз в день. Купание в соленой воде или в подсоленной воде. Нужно ли чем-либо смазывать? Очень зарекомендовали себя при витилиго и при псориазе. Опять-таки, если псориаз или если площадь поражения псориатическими бляшками очень большая, то ни в коем случае не рекомендую использовать какие-либо мази, потому что это может вызвать аллергическую реакцию, может произвести к появлению некроза, ну и к осложнению в виде сепсиса и так далее, не дай бог. А рекомендую использовать просто подживляющие такие, это присыпки, можно присыпки с лейкоподием, вот в нашей компании есть детская присыпка с лейкоподием, можно присыпать из народных таких способов для того, чтобы мягче сделать сам шанкар, псориатическую бляшку, используют обычное кукурузное рыльце. То есть берут кукурузные рыльца, их покупают у травниц, которые, или даже в аптеке, наверное, это продается, заваривают 1 столовая ложка на стакан воды, прикладывают к местам наибольшего, ну, может быть, огрубения, если можно так сказать. Сейчас очень много есть информации, где рекомендуют использовать мазь, которую делают из мухоморов. То есть используют мазь из мухоморов, вазелин, мухомор, там варят, выделяющийся фермент, который выделяется, использовать. И вот рекомендуют при псориазе. Смотрите, в случае, если это небольшой формы лишай или
только начинает развиваться какое-либо заболевание кожное, возможно, использование яда активного может помочь. Но дело в том, что мухомор является ядовитым растением, и в итоге в виде вот такой масляной экстракции появляется тяжелейшее ядовитое вещество, ну, от формы, наверное, грибов, там разная форма вещества. И данное вещество может проникнуть в кровь, также может привести к некрозу тканей, обугливанию тканей, расплавлению тканей вокруг самого заболевания или вокруг очага заболевания, что в дальнейшем может привести к самым трагическим последствиям. И вот я вам рекомендую не использовать мази, которые сделаны из мухомора, не использовать мази в случае, если они сделаны с использованием яда, даже кабриного или пчелиного. Но с чистотелом можно, но только если есть очень небольшое количество, очень небольшой очаг. В моей компании есть вещество такое, оно называется изотон. Это мною разработанный бальзам, который я рекомендую использовать при псориазе. Он не вылечит псориаз, но до того момента, пока вы будете мазать данным веществом, псориаз вас не будет беспокоить. То есть он становится гладким, кровотечение заканчивается, практически исчезает, но стоит прекратить использование данного продукта, через 2-3 месяца псориаз тоже появляется. Тем не менее, в случае, если у вас острая форма, тяжелые поражения, пожалуйста, можете использовать. Я помню, такие противоречивые были разные советы людей, которые излечивали псориаз. Я их собирал в свое время. Была женщина, которая излечивала псориаз, и ее рекомендации были использовать тину, которую собирают из озера или из речки. Вот такая тина, я так предполагаю, там было большое количество, наверное, калия. И потом я нашел подтверждающую информацию в медицинских изданиях, что использование аппликаций с повышенным содержанием калия, будь то там вещество там органическое, там созданное из торфом или выделенное из торфа, либо это вещество, которое синтетическое или там неорганическое, эффект один и тот же. Опять-таки хочу сказать, что это не панацея. Далее, как действовало на людей, когда они использовали в ходе лечения мазь в Азербайджане. Она называлась у них с высоким количеством эфиров, бензолов, и она у них как-то там называлась. Вот эта мазь, она там помогала и так далее. Опять-таки могу сказать, что в случае, если очаги поражения были очень широкие, то тогда не помогало. В случае, если очаги были маленькие, незначительные, то помогало. Опять-таки, псориаз имеет различные формы. Это может быть плоский, чешуйчатый и так далее. То есть есть разные формы псориаза. Ну и завершением всего это витамин D3. Смазывайте изотоном. Кундуз Акаева спрашивает: здравствуйте, скажите, пожалуйста, это повтор или прямой эфир? Прямой эфир. Как справиться с паникой и депрессией? Антидепрессанты не хочется пить. В случае, если у вас паника и депрессия очень длительная, и она вызывает у вас такие очень яркие физиологические отзывы, допустим, жутчайший страх с сильнейшим сердцебиением, тремор, потеря сознания. В случае, если вызывает у вас вспотевание, то тогда вам без антидепрессантов, бессонницу, без антидепрессантов вам не обойтись. Какие необходимо знать условия? Дело в том, что даже использование очень часто антидепрессантов имеет, может быть, даже неудовлетворительную роль или играет неудовлетворительную роль в тот момент, когда человек начинает их принимать. Дело в том, что есть различные формы и депрессии, и тревожных расстройств, и
психических заболеваний. То есть это могут быть разные формы маниакально-депрессивного психоза, там, компульсивные состояния, обсессии. Это могут быть состояния страхов, панические атаки, состояния тревожности. Это могут быть проявления других психических заболеваний или состояний. И в этом случае постановка точного диагноза и применение правильных препаратов, ну, прям категорически очень важна. То есть на первое место ставят прежде всего препараты, за счет которых человек может спать, смотрят, есть ли нарушение сна, после чего назначают на антипсихотические препараты или препараты от тревожности, или нейролептики и так далее. То есть таким образом помогают человеку, выбирая терапию, помогают человеку справиться. Какие мои рекомендации, почему я думаю, что эти рекомендации могут вам помочь? Дело в том, что всегда вот такие состояния, они всегда у всех протекают в одинаковой форме. То есть любые состояния, паническая атака, депрессивный эпизод имеют одно определенное начало. То есть это начало удушья или ощущение боли в теле, или ощущение такой тревожности с оцепенением, тремор там, или каталепсии и так далее. И обычно это все развивается, и началом всего является нехватка воздуха. То есть человеку кажется, что он задыхается, что ему не хватает воздуха. В этот момент я рекомендую человека начать очень активно дышать. То есть очень часто человек, наоборот, не хочет дышать, а в этот момент ему, наоборот, нужно как можно сильнее или как можно активнее дышать. Ему нужно активно дышать, также ему подходит горячий душ в этот момент. Третье, на ночь обязательно принимать препараты снотворные, хотя бы моей компании. Также принимать мелатонин, о котором я говорил сегодня, L-триптофан, о котором я сегодня говорил. В нашей компании есть препараты из растений или из экстрактов растений, которые могут помочь снять вот такую паническую атаку или депрессивный эпизод. Это препарат Паставит, чай Дитарекс. Вот рекомендую. Жазгуль, Жунус Алиева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, ребенку 14 лет. С лет ходит в туалет один или два раза, а ИСТФ что можно принимать? Скажите, он один-два раза в день ходит или один-два раза в неделю ходит? Если один-два раза в день, это нормально. В случае, если один-два раза в неделю, это ненормально. Наташа Якимчук. Как можно вылечить на лице клещ? Демодекоз, да. Есть такое вещество, называется оверсектиновая мазь. Препарат называется Оверсект. Я его рекомендую, хоть вам ни один кожник его не назначит. Продается он в ветеринарной аптеке. Вот я его рекомендую использовать при лечении демодекоза. Также он себя зарекомендовал при лечении ушного клеща в том числе. Очень-очень рекомендую. Патимат Гаджиева. Я из Махачкалы. У моего сына некроз тазобедренных костей. Врачи говорят, только суставы менять, лечение не поможет. Сыну 23 года, слишком молодой, чтобы суставы менять. Есть ли какое-нибудь лечение на его болезнь? Подскажите, пожалуйста. Нет, я не знаю такого лечения. В случае, если некроз тазобедренных костей произошел, я считаю, что единственная возможность помочь такому человеку, это действительно только менять суставы. Я в своей практике, а практикую я очень длительное время, уже больше 21 года, не встречал ни одного человека, который бы с таким диагнозом справился бы безоперационно. Всегда люди начинают сражаться, бороться, но всегда, поверьте мне, и поверьте моему опыту, всегда это заканчивается все равно.
заменой сустава. Данный процесс необратим. То есть в случае, если он уже произошел, то восстановить или что-либо сделать практически, ну, фактически невозможно. То есть могут быть там инъекции гиалуроновой кислоты, там, коллагена, там, энзимов каких-либо. Но, как показала практика, это все создает только временный эффект, но не постоянный. Если артроз только начинается, там, первой степени, второй степени, то обычно я человеку рекомендую принимать там глюкозамины, хондроитины, принимать коэнзим Q10, принимать гиалуроновую кислоту, принимать коллагены или коллаген. А из народного такой вот есть способ, их несколько способов, это мука смешивается с медом, накладывается на места боли. Второй вариант, натирают обычным сливочным маслом такие места, обвязывают лентой, которая предварительно натерта оливковым или сливочным маслом. Сливочное, кстати, лучше. Но опять-таки при начинающихся формах артроза это возможно. Если форма артроза запущенная, то это невозможно. Как восстановить хрящевую ткань, если она исчезла? Почему происходит исчезание хрящевой ткани? Я считаю, что это связано с быстрым похудением. То есть в случае, если человек очень быстро начинает худеть, очень быстро начинает сбрасывать вес, это может происходить на фоне сахарного диабета первого типа, может происходить на фоне использования агрессивных диет или даже препаратов для снижения веса, на фоне противохолестериновой терапии с использованием статинов, то это все в дальнейшем может вот повлечь за собой вот такие процессы появления артроза, коксартроза. Ерика Кунга Петровица. Здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте. Хочу сказать большое спасибо за моего сына Брэндона. Вы помогли нам устранить детский солевой диатез. Потом помогли с гастрорефлюксом. Благодаря вам и вашим препаратам ТФ мой сын перестал плакать от боли и, наконец, может бегать и радоваться жизни. Низкий вам от нас поклон, дорогой Андрей Андреевич. Вы нам посоветовали обратиться к эндокринологу. Запись только через 1 год 3 месяца. Ого! Это что, запись к эндокринологу и нужно ждать год? Это из какой вы страны? Пожалуйста, помогите, что нам пропить из ТФ. Я, к сожалению, не помню сына вашего. Напишите мне в Телеграм, отправьте фотографию, я обязательно помогу. Татьяна Друзенко. С сентября на ладони правой руки на сухожилии безымянного пальца растет шишка. От чего начала расти, непонятно. Сначала была мягкая, неболезненная, а теперь ощущается как штырь, уплотнилась и болит. Что это такое и как вылечить? Это может быть шип такой, костный нарост. Это может быть развитие заболевания контрактура Дюпи-Трена. Это может быть ну, всевозможные разновидности заболеваний суставов. Каким образом можно это полечить? Вот сегодня я уже говорил, поможет использование меда с ржаной мукой. Берете ржаную муку, смешиваете с медом и вот так накладываете на 1, 2, 3 часа перед сном. После чего моете и смазываете камфорным спиртом. Почему это происходит? Это происходит как неправильный метаболизм кальция, как правило, то есть кальций эндогенный не вырабатывается, хотя должен вырабатываться, а кальций экзогенный недополучается. И получается, организм нуждается в этом кальции, потому что ему необходимо использовать кальций для иммунитета, для крови и так далее. И он начинает его активно собирать. Когда он активно его собирает, то снижаются гормоны, обычно снижаются гормоны половые, у женщины это может быть снижение тестостерона, эстрадиола, прогестерона, у мужчин аналогично. Также
перестает правильно выделяться гидрокортизон, который должен формироваться из кортизола, и за счет этого не формируется и не вырабатывается половыми органами и надпочечниками гиалуроновая кислота, не формируется коллаген, потому что гидрокортизон не формируется. И это все вот в дальнейшем вот так приводит к тому, что появляются вот такие проблемы. Чем лечить? Кальцием. Просто кальций необходимо попить. Чем лечить? Кальций попить. Кальций попить. Нужно еще смотреть. Вы знаете, на сегодняшний день такое огромное количество мужчин и женщин, меня это на самом деле даже поражает. На огромное количество просто мужчин и женщин живут без сексуального желания. И мужчины, и женщины. То есть семьи живут, но между ними интима нет. То есть я вот спрашиваю, там, у меня бывают встречи, люди обращаются, и я как-то раньше не обращал на это никакого внимания, и начал обращать на это внимание. И начал спрашивать, хотя раньше вопрос этот меня не интересовал никогда. То есть молодые люди, вот обратилась молодая пара, мужчина там до 40 лет, женщина до, наверное, 35 лет. Обратились, те у них там один-два ребенка, и обратились с тем, что у них нет желания интимного. То есть для них это не важно. То есть она не хочет, ему, наверное, не особо нужно. И потом я начал обращать внимание на других людей. И оказалось, что это очень распространенная проблема. Люди, которые живут в социуме, они не хотят заниматься интимными отношениями. И это не психологическая проблема. А с чем же это связано? Дело в том, что очень часто это связано с тем, что люди просто не до конца понимают механизм появления половых гормонов. Механизм появления половых гормонов происходит в ночное время. В ночное время половые гормоны формируются и, в общем-то, появляются. И в случае, если нарушен ритм ночного сна и дневного бодрствования, это называется ритм, такой ритм называется циркадным ритмом. То есть нарушается такой вот ритм циркадный. Нарушается усвоение жиров, нарушается усвоение, вообще там женщины худеют, там астеничный образ жизни ведут, при этом стараются минимизировать прием жиров, там витаминов, жирных витаминов. Это витамин А, Е, витамин К, там омега, вообще жиры не употребляют, это очень распространено, вообще ничего не едят. При этом спят плохо, болеют неврозами. И у мужчины при этом принимает алкоголь, там пьет много пива, пиво формирует и угнетает, формирует эстрадиол у мужчины, от чего растет грудь и появляется в дальнейшем мастодонит. У женщин появляется, у женщин исчезает либидо, то есть у них исчезает желание, из-за того, что они не кушают ничего, из-за того, что сон плохой, из-за того, что неврозы, из-за того, что нарушаются циркадные ритмы. И тут такой вопрос, а что же с этим делать? Ну, и это все разрушает семьи в итоге. Так женщина, возможно, любит своего мужчину, но она вот сегодня не хочет. Она и потом не хочет и завтра, и послезавтра. Ей не нужно часто, она просто болеет. У нее нарушены циркадные ритмы, она не доедает, не досыпает, у нее невроз, и после этого ей просто не нужно. То есть ее организм живет. Я недавно видел видео, один мужчина говорит, постарайтесь, мужчины, не приставать к своей жене. И посмотрите, когда она захочет вас, то есть через какой промежуток времени. И говорит, а вы знаете, что многие так и не захотят, если к ним не начать приставать и так далее. Но он прав. Если не приставать, то ничего и не произойдет. Ну или произойдет, но если нет никаких психических нарушений. Но мы же живем в социуме сейчас таком, где невроз это основная, наверное, проблема, которая вообще существует. И чем же лечить это все? Ну и еще раз хотелось бы сказать. Итак, первое, циркадные ритмы, друзья мои. Циркадные ритмы – это естественное состояние нашего ритма жизни, которое нам дала природа. И природа, она нам сказала, хоть мы и не получили
документ, инструкцию к применению после рождения нашего физического тела. Тем не менее, я вам хочу сказать, что у каждого человека, из-за того, что мы из класса животного мира, есть определенные циркадные ритмы, которые на протяжении эволюции человеческого организма были сформированными. И хотим мы или не хотим, вот организму все равно. Что влияет на циркадные ритмы? На них влияет освещение, то есть очень яркое освещение, очень громкая музыка, перевозбуждение, высокий инсулин, низкий инсулин, высокий сахар. Это все может приводить спазм сосудов, недостаточность кислорода, недостаточность, как ни странно, тестостерона. Вы представляете, недостаточность тестостерона. Может и у мужчин, и у женщин, кстати. Может приводить к тому, что появляется сбой вот таких циркадных ритмов. Что же делать с этим всем? Итак, первое. Нужно восстанавливать тестостерон. Многие скажут мне: Андрей Андреевич, что с вами? Вы плохо дружите с головой? Я хочу вам сказать. Женский тестостерон напрямую связан с женским либидо. То есть, если у женщины не появляется тестостерон, то она не будет хотеть заниматься интимными отношениями. То же самое с либидо мужским. Если не появляется тестостерон у мужчин, то или он замещается эстрадиолом, то у мужчины меняется характер, мужчина становится. Опять-таки у мужчин происходит выделение тестостерона в момент вернее, потеря тестостерона в момент оргазма, анонизма и так далее. Что, в общем-то, и приводит к потере, может быть, тестостерона и к потере волос, и к потере сна, и даже к артрозу или артриту, и к спондилоартрозу, и к, допустим, остеохондрозу позвоночному. То есть это может быть все симптомы как раз анонизма и потери тестостерона. Нормальному человеку тестостерон необходим, особенно если возраст после 40 лет. В нашей компании есть препарат, это экстракт растения трибулус. При сбое ритма циркадного, при тревожных состояниях, при отсутствии либидо у женщины и у мужчины необходимо принимать трибулус и мускус. Мускус 1 чайная ложка на стакан воды, трибулус 1 таблетка 2 или 3 раза в день. Все безопасно, волосы на вас не вырастут. Дело в том, что считается, что если высокий тестостерон, то вырастут волосы. Нет, это не так. Дело в том, что тестостерон является антагонистом других пролеотических белков половых. То есть он является антагонистом фактически эстрадиола. И в случае, если много тестостерона, может быть мало эстрадиола. И наоборот. Тем не менее, я хочу вам сказать, что если у вас либидо нет, желание отсутствует, вам это не нужно, не интересно, не хочется, вам необходим тестостерон. По поводу оволосения. Дело в том, что оволосение может быть и не связано с тестостероном. Это может быть связано с высоким содержанием подкожного калия. И это говорит о вашем предрасположении к усвоению калия. Ну что ж, продолжим тему. Восстановление циркадных ритмов. Итак, обязательно глубокое дыхание перед сном. Перед сном человек должен сделать минимально 60-70 очень глубоких вдохов в живот. Для чего это необходимо? Там, где находится там, где находится адреналин, там всегда происходит спазм сосудов. Смотрите, на протяжении дня вы часто испытываете состояние стресса. Это может быть стресс от новостей, стресс от переживаний и какой-либо другой стресс. Когда стресс появляется, то наш организм выделяет адреналин. Это выделение адреналина происходит за счет работы или деятельности наших надпочечников. Адреналин, попадая в кровь, проникает мгновенно во все клетки нашего организма, особо влияя на наши сосуды, которые и особенно влияя на самые мелкие сосуды, спазмируя эти сосуды,
когда происходит спазм сосудов, то есть такое понятие, но не заболевание, а синдром. Называется вегетососудистая дистония или вегетососудистый синдром. Это реакция сосудов на чрезмерное или активное выделение адреналина. Человек в это время начинает чувствовать, будто у него руки и ноги замерзают. Это одна из разновидностей предневротического состояния и реакции организма на невроз. То есть это просто невроз и реакция организма. Там, где происходит спазм сосуда, там всегда появляется высокий холестерин и запечатывает эти сосуды, увеличивая тем самым объем сердца, уменьшается общий объем сосудистой системы в нашем организме за счет закупорки мелких сосудов. Происходит увеличение объема сердца, и это может приводить в дальнейшем к заболеваниям, там, инфаркт или заболеваниям, развивающейся гипертензии сосудов и сердца. Ну и это уже большая проблема. И тут такой вопрос, как необходимо реагировать на адреналин и на неврозы. Этим всем, это все регулируется нашим допамином или гормоном радости. Но очень часто что-то сбивается у нас. Я забыл сказать, для чего дышать. Когда мы начинаем дышать и делаем 60-90 глубоких вдохов, а обязательно в живот, особенно в вечернее время, можно в лежачем положении, в сидячем положении, в каком-либо еще положении. В этот момент у нас, как ни странно, расширяются самые крайние сосуды. Смотрите, из пух сужаются, глубокое дыхание расширяется. Как происходит появление панической атаки, депрессивного эпизода? Мгновенное сужение сосудов. Выделение тотально большое количество адреналина, и происходит спазмирование сосудов. У человека включается нервная система, она начинает объяснять, это что-то должно произойти, это боль, я наверняка умру и так далее. То есть начинается уже развитие невроза, переключение уже там, к автоматизму или там, к каким-либо состояниям, решению вопроса или там, ощущению нагнетания, тревожности и так далее. В этот момент помочь уже невозможно, потому что адреналин вышел, и он активно начинает действовать. А вот в дальнейшем расслабить эти сосуды для того, чтобы адреналин совместно с холестерином покинул самые мелкие сосуды, капилляры, необходимо перед сном и на протяжении дня выполнять от 40 до 90, но это невозможно на самом деле, глубоких вдохов и выдохов в живот. Не обязательно, чтобы было болезненно. Эти вдохи могут быть не быстрыми, они могут быть мягкими. При этом, если вы делаете вдох длиннее, а выдох короче, особенно в вечернее время, то в дальнейшем на протяжении дня вы будете будете лучше себя чувствовать и менее будете реагировать на сейсмологическую активность. То есть магнитные бури, они не будут так сильно на вас воздействовать. Тучи, там, понижение, повышение давления, вы будете гораздо более к этому адаптированы. Вы научите реагировать ваши мелкие капилляры и сосуды, реагировать путем создавания дополнительного притока к ним кислорода, а не адреналина, как было до этого. Таким образом, вы сможете воспитывать свой организм, заставляя его в дальнейшем реагировать не выделением адреналина, а путем расширения тонких или самых маленьких или тонких капилляров и тонких сосудов на какой-либо стресс и так далее. Второе. Принимайте мелатонин, о котором я говорил, принимайте его 2 или 3 таблетки на ночь. Перед сном старайтесь притушить максимально экран, чтобы не смотреть очень яркие, чтобы не было очень яркого света. Если вам вечером хочется есть, не ложитесь спать на голодный желудок. Дело в том, что если человек ложится спать на голодный желудок, то у него не будут вырабатываться гормоны. Оказывается, вот так. Чего обычно человек хочет перед сном? Как правило, перед сном он хочет мелатонина. А мелатонин вырабатывается в случае, если человек
ест какие-то специи, то есть ему необходим какой-то очень яркий вкусный вкус. Именно поэтому многие начинают на ночь есть либо сладости, либо что-то жирненькое, либо колбаску. То есть вам хочется на самом деле, вашему организму не еды хочется, он хочет мелатонин. А вот если вы перед сном выпьете мелатонин, 3 или 4 таблетки, то он купирует у вас желание кушать, и вам кушать не будет хотеться. А почему это необходимо? Дело в том, что после 1 часа ночи и до 4 часа ночи у нас обычно формируются и выделяются следующие гормоны. Первый – норадреналин, второй – кортизол, третий – гидрокортизон из него получается, третий выделяется гиалуроновая кислота, эстрадиол, прогестерон, пролактин, выделяется тестостерон и так далее. То есть в это время мы фактически идентифицируемся как мужчина или женщина, и мелатонин, который мы вырабатываем, он помогает нашему мозгу, гипоталамусу конкретно, являясь прекурсором в дальнейшем создающегося допамина, гормона радости. Допамин, в свою очередь, в дальнейшем является веществом или гормоном, который стабилизирует состояние нервозное, то есть он влияет на депонацию переизбытка адреналина, на регуляцию адреналина и норадреналина, ацетилхолина и так далее. То есть это все влияет. Окей. Ольга Боровик. От псориаза Максим пьет бетулинку и бетаин. Бетулин дает масло черного тмина. Опять пошло ухудшение. Черный тмин нельзя. При заболеваниях псориаз черный тмин нельзя принимать. Никогда. Черный тмин даст ухудшение. Чем необходимо смазывать? Необходимо смазывать изотоном. Мы, кстати, начали изотон выпускать в маленьких бутылочках. Вот изотон. Бетаин, бетулин дает омега-3. Омега-3 не нужно, дает не нужно. Бетаин, бетулин да. Черный тмин категорически нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо большое за вашу любовь к людям, невероятную щедрость, знания, что вы даете этого 100. Спасибо. Наталья Гольченко. Мой вопрос состоит в том, что уже пару лет, как я ощущаю под кожей, как будто лазят маленькие букашки, это по всему телу, а еще чешутся подошвы иногда сильно, катаю деревянную скалку, на время проходит. Что это может быть и что можно принять из ТФ? Огромное спасибо за консультацию. Обычно это реакция наших сосудов, ощущение вот такого движения, это неврологическое заболевание, и оно связано с судорожной активностью, которая появляется на коре головного мозга. Обычно это происходит после перенесенного заболевания острой вирусной инфекции. И вот это все говорит о том, что у вас, скорее всего, происходит процесс воспаления нервных окончаний. Что необходимо предпринимать? Первое. Начать принимать альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевая кислота 2 таблетки 3 раза в день. Препарат Морбус Стоп 1 таблетка 2 раза в день. СТ-нервы 1 таблетка 3 раза в день. Делать ингаляции желательно с золотом, а также попринимать бетулиновую кислоту по 1 таблетке 2 раза в день. Рустам Абулханов. Вы говорили, что при диабете первого типа нужно нажимать на жиры животного происхождения. Скажите, относится ли к этим продуктам сливочное масло? Вот я как раз и говорил о сливочном масле, о кумысе,
о сыре, о молоке, о кефире можно принимать? Можно. Смотрите, масло черного тмина. Кому категорически нельзя принимать масло черного тмина, а кому можно? Дело в том, что а, Мухаммед в свое время, пророк, он, когда читал Священное Писание или когда диктовал Священное Писание, сказал о ряде продуктов, которые необходимо человеку принимать или употреблять в пищу. И среди этих продуктов был черный тмин. Там было сказано о чесноке, о черном тмине. И было сказано, что черный тмин, если человек его принимает, будет здоров. О чем там говорилось? Оказывается, что действительно в черном тмине находится вещество В7. Это вещество, которое называется кверцетин, или вещество, которое является одним из, наверное, онкопротекторов. Кверцетин, который находится в черном тмине, он находится в ядре. Если выдавить из черного тмина жидкость, масло, то в масле кверцетина нет. Масло состоит из витамина Е, А и там, допустим, там линолевой кислоты, там может быть еще каких-то кислот. А кверцетина там нет. Ни кофейной кислоты нет, ни кверцетина. То есть он фактически вот в таком виде бессмысленен. Но есть у масла удивительные функции. Какие это удивительные функции? Считается, что если человек замерзает часто, если у человека ощущение потеря сил, усталость, у него нехватка, у него лень, то есть он ощущает озноб постоянно, то есть это астеничные такие люди. В случае, если очень сильно ногти ломаются на руках, я так предполагаю, на фоне анемии, там, низкого железа, или там кальция низкого. Так вот, таким людям рекомендуют принимать черный тмин. Но если человек невротичен, если человеку все время жарко, вот как мне жарко и зимой, и летом. Если человек невротичен, вот я невротичен, я сплю мало, бодрствую много, работаю много. а, Там активно реагирую на какие-либо там ну, желания свои. То есть у каждого человека есть вот свой типаж. Я больше склонен к такому, наверное, холерическому, немного там максимально а, а, но могу этим управлять. Ну и если мне, допустим, начать давать принимать масло черного тмина, то мне будет еще жарче, я буду еще более нервным. Поэтому в случае, если у мужчины там нет женщины, в случае, если мужчины неврозы, в случае, если мужчина не спит, в случае, если у женщины вспотевание частое, там, климактерический период, там, приливы, если гипергидроз у человека, он потеет очень сильно, то тогда ему нет смысла принимать черный тмин. Ни в коем случае этого делать не нужно. Нет, нет, не нужно. А сам черный тмин в виде перемолотого порошка с добавлением, его обычно не нужно ничего добавлять, с небольшим количеством масла, которое выделяется. Его можно принимать тем людям, у кого есть проблемы с опухолями. То есть это опухоли обычно такие медленно формирующиеся, это может быть там базалиома, это может быть ну, не агрессивной формы. То есть при опухолях там саркома, при опухолях там поджелудочной железы или толстого кишечника я бы не рекомендовал, наверное, лечиться вот таким порошком черного тмина или вот такой пастой черного тмина. Я бы все-таки рекомендовал более такие, наверное, агрессивные процедуры в виде там оперативного вмешательства, радиотерапии, химиотерапии, ну и если надо, там какой-то другой терапии. А просто так, можно ли черный тмин для чего-то принимать? Кверцетин– уникальное вещество. Мы скоро будем продавать в таблетках кверцетин в чистом виде. Кверцетин– уникальное вещество. Это витамин В7, как и рутин, и как амигдалин. То есть это вещества, которые являются мощнейшими иммунными стимуляторами, являются при иммунном дефиците, являются веществами, которые могут улучшить иммунитет и так далее. Ну и имеют доказанную
противоопухолевую активность. То есть есть ряд работ таких о кверцетине, и есть препарат, который создан на основе действия кверцетина, это лейкоплакин, и активно используется как химиотерапия. Загрузил вас, да? Поэтому черный тмин не нужен. А почему ноги чешутся? Всегда ноги чешутся в случае, если есть воспалительные процессы нервных тканей, полинейропатия. Как она может развиваться? Остеохондроз, грыжа Шморля, остеолистоз. То есть остеохондроз – это хрящевая ткань между позвоночником, и она воспаляется. А здесь отростки находятся, в случае, если там, где отростки, нервная ткань находится, и эта нервная ткань начинает ущемляться, то появляется грыжа или остеолистоз, более сложное заболевание, и это уже потом нужно лечить там иссечением или еще чем-то. И вот одна из разновидностей таких заболеваний – это ощущение, будто бегает что-то по телу. Почему это происходит? Это потеря обычно потеря хрящевой ткани. Каким образом восстанавливать хрящевую ткань? Запомните, хрящевая ткань восстанавливается всегда. Вот и она состоит из таких компонентов. Первое – коллаген. Второе глюкозамин, хондроитин в аптеке продается. Третье – альфа-липоевая кислота. Четвертое – гиалуроновая кислота. Пятое – она не состоит, но она влияет на то, чтобы появлялась хрящевая ткань и восстанавливалась нервная система. Это фолиевая кислота. Фолиевая. Можно и янтарную даже еще принимать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня сухие и красные локти. Очень неприятно. Болезненно. Крема не помогают. Убирайте алкоголь. Убирайте молочные продукты полностью из питания. Старайтесь не есть майонез. Уменьшайте количество употребления фруктов, овощей, так, чтобы ничего не бродило в вашем кишечнике. Третье. Увеличивайте кислотность желудочно-кишечного тракта. Принимайте нефромакс, мускус, принимаете бетаин. Вот таким образом. Смазываете изотоном. Сейчас он продается в маленькой бутылочке. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня киста на почке левой. Камни в желчном, что нужно принимать из ваших препаратов. Есть очень хорошее вещество урхосолевая кислота. Урхосолевая. Урсодизоксихолевая кислота называется она. Лекарственный препарат гепатопротекторного действия Пимер хинdeоксихолевой кислоты, гидрофильная, не обладающая цитотоксичностью желчная кислота. Очень уникально, и я считаю, что использование как раз данного препарата способно растворять камни в желчном пузыре. Также, если принимать с моим препаратом, который называется Ликалила и Амарум, это все в комплексе может растворить камни в желчном пузыре, которые у вас там находятся. Стоит ли бояться камней в желчном пузыре? Стоит бояться камней в желчном пузыре. В дальнейшем это может привести к тому, что камни могут закрыть проток, повлиять на появление фиброза, гепатоза печени. В дальнейшем это может привести к формированию цирроза печени и так далее. Это все опасно. Вплоть до появления печеночной комы. Ну, слава богу, это редко. И почему появляется и чем растворяется?
Обычно появляется на фоне неврозов. Человек реагирует на неврозы, и здесь всегда нужно запомнить. Смотрите, когда у вас появляется холестерин. Холестерин – это реакция на неврозы нашего и бессонницу нашего организма. Если вы не спите по ночам, ставьте тире, пишите холестерин. Если вы нервничаете, у вас невроз, ставьте тире и пишите холестерин. Почему? Адреналин всегда сопровождается выделением холестерина. Но адреналин, он там используется куда нужно, а холестерин остается. И вот этот холестерин, он накапливается у нас в желчном пузыре. Поэтому один из путей очищения нашего желчного пузыря – это спокойный образ жизни с увеличенным количеством сна и увеличенным употреблением витамина Е и А, группы А и группы Е, и уменьшением употребления глюкозы. Таким образом, инсулинорезистентное питание и уменьшение употребления углеводов, и с увеличением употребления витамина Е, допустим, омега-3 можно принимать, и можно принимать Амарум моей компании, это горечь и дуйко, и препарат на основе урсодизоксихолевой кислоты могут растворить ваши камни в желчном пузыре. Есть ли какие-нибудь еще способы? Это семена расторопшие. Берете семена расторопшие, заливаете их теплой водой, оставляйте в теплом месте на одни сутки. После чего сливаете воду, перекладываете в банку, держите в холодильнике. Берете потом эти семечки, 1-5 семечек за один прием, один раз в день, желательно в вечернее время. Принимайте на протяжении 2-3 месяцев. Через 1 месяц камни напополам исчезают, через 2 месяца на 70%, через 3 камней в желчном пузыре больше не найдете. Таким образом и происходит восстановление и устранение камней в желчном пузыре. Так. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что можно приобрести на ТФ? Образовался водяной шарик в локте у сына. Необходим обязательно ревматолог. Необходимо посмотреть, нет ли там травмы и что это такое. Ювенальный артрит, может быть. Ну что, обязательно ревматолог, обязательно. Нужно сдать С-реактивный белок, антистриптолизин, нужно сдать ревмофактор и посмотреть, нет ли у вас какого-либо сложного заболевания. Сейчас для того, чтобы шарик не сформировался, не активно разрастался, можно смазывать мазью Габбана, принимать, допустим, диклофенак или Мавалис, также смазывать мазью можно Вольтарен гель или диклофенак гель, но обязательно сдать анализы. Дело в том, что это может быть признаком формирующегося заболевания, и в дальнейшем можно опасаться развития чего-то более серьезного. Ну и пока это серьезное не развилось, давайте попробуем все-таки помочь медицинским способом. Людмила Коломієць. Скажіть, будь ласка, яким препаратом ТФ можна підняти ліпопротеїди високої щільності, 1,1 по аналізах, інші показники холестерину в нормі. Дякую за відповідь. Обычно они не вырабатываются в случае, если не хватает в организме меди и цинка. И, кстати, если ощущение, будто чешутся ноги и чешется, вот как что-то бегает по телу, то можно попринимать селен и попринимать цинк. Цинк и селен обычно снимают вот такой вот такие, устраняют вот такие ощущения. Как увеличить липопротеиды высокой плотности? У нас есть препарат, называется алгоцин. Принимать необходимо 1 чайная ложка на стакан воды, желательно после приема пищи через час. Можно дозу уменьшить, не чайная ложка, а четверть чайной ложки. После препарата может появиться ощущение небольшого покачивания и тошноты. Не стоит этого бояться, данный препарат устранит у вас ваши
низкие липопротеины высокой плотности. Они нужны. Далее, народный способ увеличить липопротеины высокой плотности. Перед сном увеличить длительность сна, а перед сном съедать сливочное масло с небольшим количеством меда. Почему меда? В меде находится большое количество калия, а в сливочном масле большое количество витамина В12. Получается, если добавить в рацион питания витамин В12 и калий, то тогда на ночь выпивая увеличатся липопротеиды очень высокой плотности. Витамин В12 находится в сливочном масле, в печени, в свекле. Ну ладно. Александр Завальнюк. Андрей Андреевич, у жены проблемная кожа на лице. Помогите, пожалуйста. Возьмите одну часть соды и одну часть полыни порошка. Смешайте между собой в равных пропорциях. Принимайте четверть чайной ложки 2-3 раза в день. Не ешьте на протяжении 1-2 месяцев продукты, содержащие зерно белое. То есть, если хлеб, то ржаной, белого хлеба и вермишели не ешьте, печенек там никаких. По возможности сладкого меньше, ну и молочное на протяжении хотя бы месяца, чтобы понять, что происходит. Итак, сода и полынь напополам. Четверть чайной ложки 1 или 2 раза в день. Я в ремиссии по РМЖ. Начала пить мухомор. Он мне поможет. Вы должны знать для себя, что мухомор, как и любой яд растительного происхождения, является не только ядовитым веществом, а еще и наркотическим. И на сегодняшний день продажа мухомора, по моему мнению, должна быть закрыта и запрещена. Я считаю, что это то же самое, что продавать наркотики. Я считаю, что в определенных видах мухомор может вызывать привыкание и может вызывать даже ломки у человека. Также я считаю, что любое употребление мухомора и ядовитых грибов, включая псилоцибидные, является опасным для человека и неминуемо в дальнейшем приведет к появлению цирроза печени и к заболеванию печени. Однозначно, без вариантов вообще. Я считаю, что популяризация сейчас употребления мухоморов с целью улучшения самочувствия при неврозах, улучшения самочувствия бессонницы, улучшения самочувствия там, при ревматоидных заболеваниях и так далее, преувеличено раз. И второе, никто не думает о последствиях. Дело в том, что одно лечим, другое калечим. А как лечить цирроз? То есть на фоне того, что перестанут болеть суставы, но появится в дальнейшем цирроз, необратимые явления с гепатоцитами и отмирание печени. И что делать потом с печеночной недостаточностью, что делать с циррозом, который будет развиваться? Ничего. Ну так я бы подумал, что поставить на первое место. Цирроз не лечится. Добрий вечір. У сина вже понад 5 років низькі тромбоцити. Була виділена селезінка. Я розумію, то, мабуть, ставили йому лімфогранулематоз. Але, на жаль, не допомогло. Порадьте, чим їх підняти та стабілізувати. Поможе бітулінова кислота і бітулін. Бітулінова кислота 1 таблетка 2-3 рази в день. Бітулін 1 таблетка 2 рази в день. И Инстамакс, 1 таблетка 2 раза в день. У меня на шее и по всему телу появилась сыпь, похожая на псориаз. Сделала обряд с сырым мяса и смазала синафланом и пропила диазолин. Зудит, чем полечить. Нет, это скорее всего у вас не псориаз. Не нужно этого бояться, не псориаз. Может быть, дело в том, что псориаз, он резко не появляется, это аутоиммунное заболевание, обычно оно развивается годами, десятилетиями, резко оно не появляется. Если появилось резко, то это не псориаз, это может быть экзема, может быть нейродермит, это может быть заболевание кожное какое-либо, там микоз.
чем лечить? Ну, из моих препаратов попробуйте изотоном и попробуйте мазью, называется она у нас вот изотоном и мазью, можно вот золотым бальзамом. Наталья Юрченко, здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за мазь Габана. Спасибо. Что надо попить, чтобы не текли слезы на холоде? Как ни странно, попейте соду и поумывайтесь содой. Вот если попить соду и поумываться содой, содой с солью, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, в теплой воде растворяете и умываетесь утром и вечером. 1 чайная ложка соды на стакан воды, 1-2 раза пейте и на ветру перестанут идти слезы. Здрасте, у сына красивая борода, и на ней появились лысины и выпадение волос. Они перестали расти. Что это может быть и что делать? На фоне невроза и бессонницы, а также снижения тестостерона появляются вот такие моменты. Чем использовать? Как бы косметологически поможет спрей, который называется у нас артраминовый спрей. Он действительно увеличивает активность роста луковиц волос. В Киеве есть клиника косметологической и пластической хирургии, там работает мой знакомый друг, давно его знаю, и они широко используют в ходе реабилитации после пересадки волос наш спрей, который называется артраминовый. И есть прямо доказательство, что толщина фолликулы волоска, который был пересажен и который в дальнейшем использовали артраминовый спрей, увеличивается в толщине почти в 6 раз между обычными волосами. То есть они вырастают толстые, красивые и так далее. И использование вот при вот такой аллопеции, при просто выпадении волос на фоне снижения тестостерона. Вот рекомендую использовать. Дальше обязательно трибулус и фитоанап принимать вот мужчине. Можно мускус еще принимать. Это все увеличить количество тестостерона. Добрый день, у меня тромбоцитов много, 800, да, это много, с трудом, ой, нет. Артерии забиты полностью, посоветуйте что-нибудь, доктор, для лечения. То, что я скажу, выглядит смешным, но тромбоциты не снизите до того момента, пока находитесь в неврозе. За кого вы переживаете? За сына, за мир, за войну, за близких. Вот до момента, пока вы не успокоите нервную систему, тромбоциты будут выделяться. Это бесполезное лечение. То есть, что необходимо делать? Ну, самые простые препараты, которые доступны сейчас в аптеке, это препарат, допустим, там, Адаптол. Адаптол 2 таблетки, одна утром, одна вечером. Это снизит у вас тромбоциты. Больше сна, больше воды пейте с минеральной, потому что углекислый газ, он тоже уменьшает тромбоциты. Далее, из моих препаратов можно попринимать паставит, сирантал, магнумцит. Хоть это и кажется как бы не очень правильно, да, сейчас говорить, но увеличение употребления воды в утреннее время поможет вам снизить тромбоциты. Также я хочу сказать, сейчас очень популярно, особенно Берг там начал говорить об этом, доктор Берг начал говорить о том, что есть смысл каждое утро выпивать большое количество воды теплой. Я хочу сказать, что теплая вода и большое количество воды может изменить показателя крови. Есть такой показатель крови, называется гематокрит. Его рост говорит о том, что кровь очень разжижена. Так вот, очень много людей сейчас попадают на это. Они увеличивают разжиженность крови. И вот что происходит. На фоне того, что кровь становится разжиженная,
у человека появляется снижение иммунитета, иммунной системы, так как иммунный комплимент, он может воздействовать только на определенный кубический сантиметр крови. Получается, увеличивая количество крови, увеличивая разжиженность крови, вы фактически уменьшаете иммунитет. И в дальнейшем это может привести к появлению иммунных заболеваний, таких как какого-либо аутоиммунного заболевания, вплоть до там, автоиммунный тиреоидит или там сахарный диабет первого типа, либо там Коновалова-Вилсона. Ну, там куча всего. И для того, чтобы этого не было, не нужно утром очень много воды пить. Не делайте этого. Ну, максимально 200 грамм теплой воды. И то, если у вас здесь много жира. А если вы худой человек, то утром не нужно. Нужно ли человеку на протяжении дня пить воды много? Если сахарный диабет, если избыточный вес, то да. В случае, если вы худой человек, плохо спите по ночам, то скорее всего нет. Сауле Базаршинова. Как лечить остеоартроз? Обострение, лежачее положение, головокружение. Смотрите, остеоартроз вылечивается путем лежания. Нужно обмотать то место, где у вас есть боль и где она представлена больше всего, лечь и лежать. Как можно больше. Я считаю, использовать мази нестероидные, противовоспалительные. Используйте мазь, допустим, диклофенак. Дальше используйте нестероидный противовоспалительный препарат, там Мавалис или диклофенак или Афиду по 2 таблетки после еды, по одной таблетке 2 раза в день. Используйте миорелаксант, финлипсин, 1 таблетка 1 раз в день. Курс лечения, ну, можно 20 дней. Аккуратно, не принимайте нестероидные противовоспалительные препараты без еды. Дело в том, что они очень влияют негативно на двенадцатиперстную кишку и может появиться язвенная болезнь. Ну что, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Скажите, вам было полезно сегодня проведение мной данного вебинара? Вообще, вот что-нибудь вам было нужно и что-нибудь полезным было? С трудом и болью поднимается левая рука. Чем можно полечить? В случае, это может быть, знаете что? Это может быть бурсит. Каким образом вылечить? Я считаю, что в моей компании есть 2 препарата. Первый препарат, 3 препарата. Называется манкулит и уралис по 1 чайной ложке на стакан воды и того, и того. Выпивайте 1 раз в день. И вечером выпивайте 1 чайная ложка препарата Метикс. Смотрите, на сам сустав плечевой прикладываете смешанную муку вместе с медом на 1-2 часа. Или утром утреннюю мочу еще можно прикладывать. Что это будет убирать? В случае, если там кальциево-фосфорное соединение, уберет там таким образом. Если там мочевой диатез, таким образом. В случае, если у вас там в случае оксалаты, то уберет третьим образом. Таким образом, уралис, манкулит и метикс помогут вам справиться с этим. Также обязательно массажируйте шейный отдел. А вообще, если у вас нет возможности поднимать руку, не можете согнуться, остеоартрозы там и так далее, то это первые признаки того, что вам необходим массаж. Вам необходим массажист и необходим массаж. 20-22 дня ежедневного или там через день массажа могут привести вас в норму. На фоне массажа, для того, чтобы как бы разгружать быстрее ваш организм от сформированной молочной кислоты, из-за которой появляются все эти проблемы, можно принимать 10 капель нашатырного спирта на стакан воды 1 раз в день. Дело в том, что нашатырный спирт растворяет и помогает выводить, депонирует молочную кислоту из организма, усиливает движение в цикле Крепса и помогает нам более эффективно справиться с тромбозами, которые формируются на фоне воспаления вместе с застоем мочевой кислоты и молочной кислоты.
У сына 13 лет поднимается давление до 135. Это опасно, что делать? Это может быть не опасно. И обычно именно в 13 лет развивается стресс, который называется гормонально зависимый стресс. И вот такой стресс обычно дети испытывают, потому что их организм начинает адаптироваться к появлению первых настоящих половых гормонов. И выделение тестостерона у ребенка может вызывать появление неврозов, которые в дальнейшем приводят к спазмам, вегетосудистым дистониям, которые в дальнейшем приводят к тому, что появляется давление. Каким образом давление убирать? Самый простой метод. Не нужно использовать никаких медикаментов. Возьмите пустырника настойку, пиона настойку, возьмите холосаса настойку и возьмите эвкалипта настойку. Все это в произвольной форме вообще. Можно шиповника еще настойку. Это холосас, да. И кроме боярышника. И это все смешайте между собой. Давайте ребенку 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день или 2 раза в день. Это нормализует его состояние, и в дальнейшем давление подниматься не будет. После того, когда закончится данный вебинар, я зайду в вопросы. Вот здесь вы написали вопросы в Ютубе. Вот Honor. Андрей Андреевич, скажите, из-за чего на ногтях вертикальные полосы и ногти получаются бугристые, полосок много на каждом ногте на руках? Это щитовидный или стресс? Я мужчина, 41 год. В случае, если ноготь ломается, то это говорит о том, что если ломается ноготь и очень крошится, это говорит о том, что не хватает железа. В случае, если полоска вот такая бугристая, это говорит о том, что есть проблемы, связанные с недостаточностью кальция или щитовидной железой. Так и есть. В случае, если полоски горизонтальные или вертикальные, да, то есть не бугорок, не впадина, а в случае, если полоска ровная, вот такая ровная, делящая ноготь на 1 или 2 равномерных части, это говорит о том, что есть проблемы с кальцием. Просто необходимо попринимать кальций, и это может говорить о снижении тестостерона еще. То есть в случае, если ноготь такой вдавленный и как луна, это говорит о проблеме щитовидной железы, гипофункции щитовидной железы, и нужно начать принимать йод содержащие продукты или препараты. В нашей компании это йодикс. Дальше, в случае, если прямая вот такая разрезанная, как бы прямая борозда вдоль всего ногтя. Это говорит о том, что не хватает половых гормонов, конкретно тестостерона, нужен трибулус препарат. И говорит о том, что есть проблемы в том числе и поджелудочной железы. И говорит о гормоне и о кальции. То есть необходим при этом цитрокальцимин и мускус. И для поджелудочной железы панкресор. В случае, если вот такие бугорки, то это говорит о том, что необходимо лечить или искать проблему в щитовидной железе. Андрій Андрійович, скажіть, як вилікувати вітіліго? Можна приймати бетаїн і скільки? Бетаїн, да, и бетулиновую кислоту по 1 таблетке 2 раза в день на протяжении, ну, хотя бы 2-3 даже месяцев. Найдите настойку чистотела. Если витилиго не очень, ну, не огромные очаги поражения, то натирайте 1 раз в день, не натирайте, а смазывайте 1 раз в день небольшой участок поражения витилиго. Вот такой настойкой. На все остальные вопросы я отвечу после окончания вебинара. Как избавиться от пароксизмальной мерцательной аритмии? Блокаторы и абляция не помогла. Видимо, это связано с тем, что у вас есть, может быть, фиброз или даже уже там окольцованный фиброз.
на котором уже там переродившийся уже такой уже мешочек образовался. И поэтому абляция не помогает. Но все зависит вот от чего. В случае, если это имеет больше форму, связанную с а, гуморальной нервной системой, то тогда мои препараты помогут. А в случае, если это связано уже с физическими процессами, то есть это физические процессы поражения там аорты, то тогда, скорее всего, ни я, ни абляция не поможет. В дальнейшем придется делать оперативное там изъятие и там уже дополнительно работать с самим сосудом. Так вот, в случае, если это все-таки гуморальные какие-то проблемы, то помогут несколько препаратов. Возможно, это из-за кардионевроза у вас формируется все. Вот тогда могут помочь мои препараты. Первый препарат это комплекс амин по 2 таблетки 3 раза в день. И NSCART по 2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения от 30 до 40 дней. После чего на протяжении ближайших, наверное, там 1,5-2 лет вот такое ощущение аритмии появляться не будет. К сожалению, у нас никогда не закончатся вопросы, а время уже у нас закончилось, 1,5 часа прошло, пролетело очень быстро. Все мои препараты вы можете приобрести на моем сайте tibetan-formula.com. Желаю вам здоровья, желаю вам спокойствия, успеха, тепла, радости. Всім мої побажання українцям, щоб скоріше закінчилася війна, несправедлива, нечесна, захватническа. Хай вже засіяє сонце і мир поселиться в наших серцях і в наших душах. Хай вже окупанти десь дінуться і вже не будуть не чіпати, не дивитись в нашу сторону ніколи. Хай вже буде в нас мир, хай вже кордони наші будуть незалежними, свободними, а в наших душах і в наших родинах буде сонце, сяйво і світло. И тем, кто не понял, что я сказал, скажу на русском языке. Для людей, проживающих в других странах, я желаю всем счастья и здоровья. Пусть в жизни будет радость, пусть в жизни будет здоровье. И берегите нервную систему, берегите своих близких, берите ответственность за них. И помните, что профилактировать болезни и лечить болезни – это 2 разных дела. Профилактировать болезни гораздо легче, чем потом лечить. Поэтому принимайте витамины, берегите нервную систему, правильно питайтесь, не загоняйте себя. И вам не придется в дальнейшем тяжело лечиться и прибегать к тяжелой традиционной медицине. Еще раз до свидания. Будьте здоровы.